И всем салют! Давно назревало видео про Ивана Демидова. Этот парень бьет все мыслимые и немыслимые рекорды МХЛ, претендует на первое место драфта НХЛ и просто мега интересный и позитивный парень. Предлагаю окунуться в его карьеру, узнать, где он начинал, как вышел на такой уровень и какие перспективы открываются перед юным обладателем Кубка Харламова. Вы на канале Где Маклюшка Чувак, обязательно подписывайтесь на него в ютубе и в телеграме, ссылка в описании, ставьте лайк на это видео, только с вашей поддержкой я смогу продолжать выпускать контент, но мы начинаем. Иван не самый типичный представитель хоккейной школы СКА, так как большая часть становления Демидова как хоккеиста проходила в других городах. Иван Алексеевич Демидов родился в Сергиеве Посаде 10 декабря 2005 года. Молодое дарование начало заниматься хоккеем в ХК Дмитров, а когда Ивану исполнилось 14 лет, он перешел в школу Локомотива. Но там продержался совсем недолго. Не было никакой информации, почему Демидов так быстро покинул стан железнодорожников, но ясно было одно – такой талант без клуба не останется. Иван перешел в Витязь, где по-настоящему окреп и начал привлекать серьезное внимание своей игрой на юниорском уровне. Уже тогда тренера отмечали, насколько это разносторонний нападающий. Иван мог сыграть как в центре, так и на фланге, но основная его позиция все-таки была на краю атаки. В сезоне 21-22, казалось, Иван наконец созрел, чтобы поиграть в МХЛ, и русские Витязи его несомненно бы привлекли, это 100%. Тем более там играл его старший брат Семен. Но тут наш любимый СКА начал пылесосить рынок в поиске молодых талантов, и в конечном итоге смогли договориться и с Иваном, и с Семеном. Братья переехали в культурную столицу. Тут стоит сказать, я без какой-то предвзятости к СКА нормально к нему отношусь. Многие клубы вылавливают молодых талантов в других городах, но к СКА, конечно, пристальное внимание и в прессе, и от болельщиков в комментариях. Василий Подколзин, Марат Хуснуддинов, Захар Бардаков, Данила Моисеев, Кирилл Кирсанов. Список легко продолжить другими фамилиями, последовавшими по маршруту Подольск, Санкт-Петербург. Представьте, какую силу показывал бы Витязь, сохранив одаренных парней. Так вот, сменив клубную прописку, Демидов продолжил доминировать и по школе среди сверстников, и позднее в МХЛ. И теперь дорос до полноценного дебюта в КХЛ. Первый сезон ушел на адаптацию в системе питерского клуба. Зато каким выдался второй дебют в КХЛ, участие в матче звезд и КХЛ, и МХЛ, 75 очков в молодежке и много-много другое. Но как минимум сейчас все лучшие скауты и аналитики уверены, что Демидов уйдет в числе первых трех игроков на драфте НХЛ 2024 года. Шансы на первое место, наверное, стали чуть меньше из-за травм, но все же они есть. А как сейчас распределится место на драфте, по мнению главного американского аналитического портала, я выложил у себя в телеграме в закрепленном посте, а ссылка на телеграм-канал в описании. Обязательно переходите и ознакомьтесь. А мы вернемся к Ивану. Первая травма была получена в разгар сезона, но ни капли не подкосила Ивана. Он вернулся только сильнее и выдавал просто невероятный отрезок, пока его не настигло второе повреждение. В четвертом матче финальной серии Кубка Харламова Демидов после небольшого столкновения неудачно упал на ногу, вследствие чего, к сожалению, покинул лед. Официальной информации о состоянии Ивана на момент записи видео нет, но что-то мне подсказывает, что на льду мы Ваню в этом сезоне больше не увидим. Теперь предлагаю вернуться к сезону 23-24, где Иван за регулярный чемпионат набрал 60 очков в 30 матчах. Давно я не видел таких показателей, в среднем 2 очка за матч, и это в 18 лет. Плюсом он продолжил тащить СКА и в плей-офф. Да, не один, там вообще очень звездный состав собрался, но у Демидова 11 шайб и 17 передач в 17 матчах. А главное, что клуб с берегов Невы в шаге от завоевания долгожданного Кубка Харламова, возможно, когда и выходит это видео, СКА 1946 уже чемпион. Да, они уже чемпионы. Чего еще добился Иван в свои 18 лет? Серебряная медаль Кубка округа до 14 лет, чемпион этого же турнира в возрасте до 15 и до 16 лет, золотая медаль Кубка Глинки Грецкий, участие в матче звезд МХЛ и КХЛ, самый ценный игрок сезона МХЛ, лучший игрок месяца в МХЛ трижды и еще много-много всего, особенно по юниорке. Какие же качества помогают Демидову доминировать в МХЛ?
Навыки Ивана емко описывает слово «творец». Недостаток габаритов нападающий компенсирует маневренным катанием, дриблингом и светлой головой. Леворукий Демидов более разнообразный и тонкий игрок, чем Мячков. Он может выйти на фланге и в центре, хотя армейцы используют его на краю атаки. В арсенале дебютанта КХЛ есть и хитрые обыгрыши, и мощный кистевой бросок, и заложенная культура паса. Подтверждение легко найти в статистике Демидова по школе МХЛ. Тренер СКА 1946 Владимир Филатов назвал Ивана фанатом хоккея. Игрок согласился со словами наставника: «Кажется, Иван не представляет жизнь без клюшки и шайбы». Но теперь самое сладкое: какие у нас прогнозы экспертов и кто из НХЛ потенциально заберет Ивана Демидова в стан своего клуба. Давайте скорее узнаем. Почти все мировые эксперты ставят Демидова именно вторым, сразу после супер раскрученного в СМИ Маклина Селебрини. Все они у вас на экране. Кстати, про Маклина выходил видеоролик на нашем канале, ссылка в правом верхнем углу сейчас появилась, вы можете после просмотра этого ролика перейти и посмотреть. Также ссылка в описании есть, как удобно вам. А мы вернемся к ролику. 16 апреля вышел рейтинг от Central Scouting International Ranking. Они вообще назвали Демидова вторым, даже среди европейских хоккеистов. Первое почетное место занял наш Антон Силаев, защитник Торпедо. Видео про него тоже есть на канале, ссылка там же. Вы спросите, почему они сделали такой выбор? Вот их комментарий. Мы считаем Демидова самым опытным игроком драфта этого года, даже если сравнивать его с североамериканскими хоккеистами. Он может почти все. Но из-за отсутствия у него защитных функций мы не можем его в полной мере сравнивать с теми же американскими ребятами. Плюс он совсем мало сыграл в КХЛ, поэтому в нашем сравнении в пользу него было недостаточно аргументов. Но мне кажется, если первым будет выбирать условно Чикаго, где уже есть молодой проспект в центре, а Маклин именно центральный нападающий, то шансы на пик Ивана именно под первым номером несомненно возрастают. Сейчас шанс на то, что Чикаго будет выбирать первым 13%, а вот у Сан-Хосе процент вообще 26,5%. Это впечатляет. Дата проведения этой самой лотереи за порядковые номера выбора на драфте НХЛ 2024 еще не назначена, но Лига заявила, что мероприятие состоится в мае. Почему я так сильно акцентирую внимание на первом номере драфта? Последним россиянином, выбранным первым, был печально известный в НХЛ Наилья Купов, а было это далекие 12 лет назад. Я думаю, у Ивана все получится, главное пожелание, оно супер банальное, без травм. Я все равно рассчитываю на первый пик драфта и попадание в условно Чикаго. Мне кажется, там ему будет достаточно комфортно. Кстати, у Ивана еще контракт со СКА до лета 2025 года, так что в следующем сезоне он точно никуда не уйдет. Это тоже может сыграть не в его пользу при выборе на драфте. А так, на самом деле, не сильно важно, каким Иван уйдет номером. Хочется, чтобы он попал в достойную команду и к не менее достойному тренеру, который позволит ему раскрыть себя в полной мере. Вот таким получился этот видеоролик. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал в YouTube и в Телеграме. Ссылка в описании, там записи выходят ежедневно. Ну и поставьте лайк на это видео. Это несомненно важно для того, чтобы я продолжал снимать контент и дальше. И улучшал его качество. Всем больше хоккея. Но это их выбор, и я не могу на них их осуждать. Ну, хотя осуждаю.